Сегодня хочу представить вам новый формат на нашем канале. Напомню, English Music Words — это тренажер для запоминания английской лексики. А теперь еще и для развития восприятия английской речи. Главная идея нового формата — это интересные истории. Скучать, изучая язык, это как долго стоять на цыпочках. Можно, но недолго. Язык усваивается быстрее, когда вам интересно, поэтому мы ищем истории, которые захватывают. Как это работает? Каждый фрагмент сначала звучит на русском, а затем на английском. Сначала вы понимаете смысл, а затем гораздо легче воспринимаете английскую речь, потому что уже знаете контекст. Включите субтитры. Когда вы одновременно слышите английскую речь и видите английский текст, вы связываете звучание слов с их написанием. Так быстрее начнете распознавать речь. Если вам понравится новый формат, поставьте лайк и поделитесь впечатлениями в комментариях. Это поможет каналу расти и покажет, стоит ли развивать эту серию дальше. Ну что, устраивайтесь поудобнее, берите чай или забирайтесь под одеяло. И давайте начинать. Иногда старая фотография может рассказать гораздо больше, чем толстая историческая книга. Sometimes, an old photograph can tell a much more interesting story than a thick history book. Несколько лет назад мне попался снимок начала прошлого века. На нем пожилой немецкий профессор. Безупречный костюм, аккуратно завязанный галстук, круглые очки. Лицо человека, который всю жизнь провел среди книг, студентов и университетских аудиторий. Но взгляд невольно цепляется совсем за другое. Через левую щеку тянется широкий неровный шрам. Не маленькая полоска, а заметный рубец, который невозможно скрыть. A few years ago, I found a photograph from the early 20th century. It showed an elderly German professor. He was wearing a smart suit, a neatly tied tie, and round glasses. He looked like a man who had spent his whole life with books, students, and university classrooms. But one thing catches your eye right away. A wide, uneven scar runs across his left cheek. It is not a small mark. It is a large scar that is impossible to hide. Первая мысль была совершенно очевидной. Наверное, война. Но чем больше я узнавал об этом человеке, тем страннее становилась история. Шрам он получил задолго до того, как Европа погрузилась в мировые войны. Не на поле боя, не в уличной драке. И даже не на обычной дуэли. My first thought was simple. It must have happened during a war. But the more I learned about this man, the stranger the story became. He got that scar long before Europe entered the world wars. Not on a battlefield, not in a street fight, and not even in a normal duel. Он получил его студентом. He got it when he was a university student. Причем этот шрам никто не пытался скрыть. Наоборот. На фотографиях того времени такие лица встречаются удивительно часто. Молодые люди в университетских мантиях, будущие юристы, инженеры, врачи, профессора, чиновники, и у многих через щеку проходит почти одинаковый след клинка. And nobody tried to hide this scar. In fact, it was the opposite. In photographs from that time, you can see many faces like this. Young men in university uniforms, future lawyers, engineers, doctors, professors, and government officials. Many of them have almost the same scar across one cheek. Когда начинаешь замечать это, возникает ощущение, будто смотришь на какую-то тайную систему знаков. Почему они все выглядят так похожи? Почему никто не стесняется этих шрамов? И почему среди обладателей таких рубцов оказываются люди, которых позже будут считать образцом немецкой интеллигенции? Once you start noticing it, it feels like you're looking at a secret code. Why do they all have such similar scars? Why is no one ashamed of them?
And why did so many of these men later become some of Germany's most respected professors, lawyers and intellectuals? Ответ оказывается настолько необычным, что сначала кажется выдумкой. The answer is so unusual that at first it sounds like a made-up story. Представь просторный университетский зал. Высокие окна, деревянный пол. Вдоль стен стоят студенты в одинаковых цветных лентах через плечо и небольших фуражках. Кто-то негромко разговаривает, кто-то листает книгу, кто-то поправляет перчатки. Никакого шума, никаких выкриков. Атмосфера больше напоминает подготовку к официальной церемонии, чем к поединку. Now imagine a large university hall. Tall windows, a wooden floor. Students stand along the walls wearing the same colored sashes across their shoulders and small student caps. Some are talking quietly. Some are reading a book. Others are putting on their gloves. There is no noise, no shouting. It feels more like people are getting ready for an official ceremony than for a duel. Посреди зала становятся двое молодых людей. Two young men step into the middle of the hall. Если смотреть современными глазами, первое впечатление почти комичное. На них надеты странные защитные приспособления. Шея закрыта толстым кожаным воротником. На глазах тяжелые металлические очки. Нос защищен специальной пластиной. Правая рука спрятана в плотную перчатку. На груди толстая кожаная накладка. To us today, the first impression is almost funny. They are wearing strange protective gear. Their necks are covered by thick leather collars. Heavy metal glasses protect their eyes. A metal plate covers the nose. Their right hand is inside a thick glove. Their chest is protected by a heavy leather pad. Кажется, что люди собираются испытывать какой-то нелепый средневековый доспех. Но потом в их руках появляются длинные, очень острые клинки. At first, it looks like they're about to test some strange medieval armor, but then they take out long, very sharp swords. И становится уже совсем не смешно. Suddenly, it doesn't look funny anymore. Самое странное начинается дальше. Они не ходят по кругу, не пытаются обмануть друг друга, не ищут удобный момент для атаки, не бегут вперед, не отступают назад. Then the strangest part begins. They don't walk around each other. They don't try to trick each other. They don't wait for the perfect moment to attack. They don't move forward. And they don't step back. Они стоят почти неподвижно. Расстояние между ними заранее измерено. Каждый знает, где именно должен находиться. They stand almost completely still. The distance between them is measured before the duel begins. Each person knows exactly where he must stand. По команде начинается серия молниеносных ударов. Клинки свистят буквально в нескольких сантиметрах от лица. Все происходит настолько быстро, что глаз не успевает уследить за движениями. At the signal, they start exchanging very fast strikes. The swords move only a few centimeters from their faces. Everything happens so quickly that your eyes can hardly follow the movement. Через несколько секунд один из студентов делает шаг назад. На его щеке появляется тонкая красная линия. A few seconds later, one of the students steps back. A thin red line appears on his cheek. Врач подходит сразу. Не потому, что случилось что-то чрезвычайное. Просто так положено. Он внимательно осматривает рану. При необходимости накладывает несколько швов, и поединок может продолжиться. The doctor comes over immediately. Not because something terrible has happened. This is simply part of the tradition. He carefully checks the wound. If necessary, he puts in a few stitches. Then the duel can continue.
Вот в этот момент обычно понимаешь, что смотришь необычную дуэль. Вообще не дуэль в привычном смысле. This is usually the moment when you realize that this is not an ordinary duel. In fact, it is not a duel in the usual sense at all. Если бы целью было победить, все выглядело бы совсем иначе. Но победа здесь словно никого особенно не интересует. Никто не бросается добивать противника. Никто не празднует успех. Никто не требует признать себя сильнейшим. If the goal was simply to win, everything would look very different. But winning does not seem to be the main point. No one rushes to finish off the other person. No one celebrates. No one asks to be called the stronger fighter. Поединок заканчивается так же спокойно, как начался. The duel ends as calmly as it began. А потом происходит вещь, которая окончательно ломает привычную картину. Очень часто эти двое вовсе не были врагами. Они могли вместе учиться, вместе посещать лекции, сидеть за одним столом, после поединка пожать друг другу руки, а вечером отправиться в ту же студенческую таверну. Then something happens that changes the whole picture. Very often, these two men were not enemies at all. They studied together. They went to the same lectures. They sat at the same table. After the duel, they could shake hands and spend the evening together in the same student tavern. Если представить современный спорт, это было бы все равно, что два друга решили выйти на ринг не ради чемпионского пояса, не ради денег и даже не ради выяснения отношений. If we compare it to modern sports, it would be like two close friends stepping into a boxing ring. Not to win a championship belt, not for money, and not because they were angry with each other. Возникает естественный вопрос. Тогда зачем? Зачем рисковать лицом? Зачем врач заранее стоит рядом? Почему университетские профессора относятся к этому совершенно спокойно? И самое удивительное, почему сами участники спустя десятилетия часто вспоминали такой день с заметной гордостью? So a natural question comes up. Why? Why risk your face? Why is a doctor already waiting nearby? Why do university professors accept this so calmly? And most surprising of all, why did many of the participants remember that day with pride even many years later? Когда я впервые начал искать ответы, мне казалось, что речь идет о какой-то короткой моде XIX века. Странная университетская причуда, которая давно исчезла. When I first started looking for answers, I thought it was just a short-lived fashion from the 19th century. A strange university tradition that had disappeared long ago. Но оказалось, все гораздо интереснее. Эта традиция пережила смену империй, пережила объединение Германии, пережила две мировые войны. Ее запрещали, ее критиковали, над ней смеялись иностранцы. О ней писали Марк Твен и Джером Кей Джером, удивляясь тому, как серьезно немецкие студенты относятся к этим поединкам. But the real story was much more interesting. This tradition survived the fall of empires. It survived the unification of Germany. It survived 2 world wars. It was banned. It was criticized. Foreign visitors laughed at it. Even Mark Twain and Jerome K. Jerome wrote about it. They were surprised by how seriously German students took these duels. Через нее прошли будущий канцлер Германии Отто фон Бисмарк, социолог Макс Вебер, а спустя десятилетия человек, которого весь мир узнает по фотографии с длинным шрамом на лице – Отто Скорцени. И что особенно любопытно, его знаменитый рубец появился вовсе не на войне, как думают многие. Many famous people were part of this tradition. One of them was Otto von Bismarck, who later became the Chancellor of Germany. Another was the sociologist Max Weber. Many years later, another student joined the same tradition, Otto Scarseni, the man the whole world would later recognize because of the long scar on his face.
And here is the surprising part. He did not get that famous scar during the war, as many people believe. Все эти люди были частью одной традиции. All of these men were part of the same tradition. Традиции, которую в Германии называют одним коротким словом – менсур. A tradition that people in Germany call by one short word – менсур. И чтобы понять, почему обычный шрам на лице мог стать почти предметом гордости, придется вернуться далеко назад. Туда, где все началось совсем не как благородный ритуал, а как довольно беспорядочные студенческие драки, которые никто еще не собирался превращать в один из самых необычных университетских обычаев Европы. To understand why an ordinary scar on the face could become something people were proud of, we need to go back in time. Back to the days when all of this began, not as a noble tradition, but as wild student fights. At that time, no one imagined that they would one day become one of the most unusual university traditions in Europe. Самое удивительное в Менсур, пожалуй, даже не сами поединки, а то, что появились они вовсе не как благородный ритуал. Perhaps the most surprising thing about Mensur is not the duels themselves. It is the fact that they did not begin as a noble tradition. Если перенестись на несколько столетий назад, немецкие университеты были совсем не теми спокойными местами, какими мы привыкли их представлять. Студенты приезжали из разных княжеств. У каждого были свои привычки, свои акценты, свои представления о чести. Любая ссора из-за сказанного слова, случайного толчка или даже слишком пристального взгляда могла закончиться дракой. If we go back a few hundred years, German universities were very different from the quiet places we imagine today. Students came from many different German states. Each of them had their own habits, their own accents, and their own ideas about honor. An argument over a word, an accidental push, or even a long stare could end in a fight. Нередко в ход шли шпаги. По современным меркам это кажется безумием, но тогда умение владеть клинком считалось такой же естественной частью образования молодого дворянина, как знание латыни или верховая езда. Университеты пытались запрещать оружие. Городские власти выпускали указы. Но запреты почти не работали, драки продолжались. Very often people use swords. Today this sounds crazy, but at that time, knowing how to use a sword was as normal for a young nobleman as knowing Latin or riding a horse. Universities tried to ban weapons. City officials made new rules. But these bans did not work very well. The fights continued. Постепенно произошло нечто любопытное. Вместо того, чтобы бесконечно бороться с неизбежными поединками, студенческие сообщества начали их упорядочивать. Так беспорядочная драка стала превращаться в ритуал. Then something interesting happened. Instead of trying to stop these duels forever, student groups began to organize them. Little by little, a wild fight became a formal ritual. Именно тогда возникла мысль, которая сегодня кажется почти парадоксальной. Если уж люди все равно будут выяснять отношения с оружием, лучше сделать так, чтобы вероятность смертельного исхода стала как можно меньше. At that time, a new idea appeared. Today it sounds almost strange. If people were going to fight with weapons anyway, it was better to make the fights as safe as possible and reduce the risk of death. Поэтому правила становились все строже. Исчезла возможность преследовать противника по залу. Нельзя было бросаться вперед. Нельзя было уклоняться так, как это делают в спортивном фехтовании. Нельзя было превратить поединок в охоту друг за другом. So the rules became stricter and stricter. You could no longer chase your opponent around the hall. You could not rush forward. You could not dodge like people do in modern fencing. The duel was not allowed to become a hunt. Противников ставили на заранее измеренное расстояние. Отсюда, кстати, и само слово «менсур», происходящее от латинского «mensura» — «мера», измеренное расстояние. Дистанция между клинками была определена заранее и почти не менялась на протяжении всего поединка. The two opponents stood at a distance that was carefully measured before the duel. In fact, the word mensur comes from the Latin word mensura, which means measure or measured distance.
The distance between the two swords was fixed and almost never changed during the fight. И вот здесь появляется еще одна неожиданная деталь. Большинство людей думает, что хороший фехтовальщик в таком поединке должен постоянно двигаться. На самом деле почти наоборот. Here comes another surprise. Most people think that a good swordsman in this kind of duel should keep moving all the time. In reality, it was almost the opposite. Главным считалось не бегать, не отворачиваться, не закрывать лицо, не терять самообладание. Удары следовали один за другим с огромной скоростью, но задача заключалась не в том, чтобы эффектно победить соперника, а в том, чтобы сохранить абсолютное хладнокровие. The most important thing was not to run away, not to turn your head, not to cover your face, not to lose your self-control. The strikes came one after another very quickly, but the goal was not to defeat your opponent in a spectacular way. The real goal was to stay completely calm, even when danger was right in front of you. Современники нередко называли это упражнением характера. Конечно, мастерство тоже имело значение. Никто не хотел получить удар по неосторожности. Но все больше ценилось другое качество — способность не поддаться инстинкту, который заставляет человека в опасный момент зажмуриться, отвернуться или сделать шаг назад. People at that time often called it a test of character. Of course, skill was important too. No one wanted to be hit because of a careless mistake. But another quality became even more valuable: the ability to resist the natural instinct to close your eyes, turn away, or step back when facing danger. Именно поэтому рядом всегда находился врач. Сегодня это звучит странно. Представь, еще ничего не произошло, а хирург уже стоит возле площадки с инструментами. Но для участников это было совершенно естественно. That is why a doctor was always standing nearby. Today this sounds strange. Imagine this. Nothing has happened yet, but a surgeon is already waiting beside the fighting area with his medical tools. For the participants, however, this was completely normal. Небольшие рассечения кожи считались почти обычным делом. Врач осматривал рану, останавливал кровь, если требовалось, накладывал несколько швов. Только после этого принималось решение: можно продолжать или поединок окончен. Иногда именно врач становился единственным человеком в зале, который имел право остановить происходящее. Small cuts were considered almost normal. The doctor examined the wound, stopped the bleeding, and, if necessary, put in a few stitches. Only then was it decided whether the duel could continue or had to end. Sometimes the doctor was the only person in the hall who had the authority to stop the fight. И все же самая неожиданная часть этой истории связана вовсе не с оружием, а со шрамом. And yet, the most surprising part of this story is not about the weapons. It is about the scar. Сегодня почти каждый человек пытается скрыть следы травм. Тогда все было иначе. Если после поединка на лице оставался заметный рубец, шмис, многие воспринимали его как память о пройденном испытании. Today, almost everyone tries to hide scars. Back then, things were different. If a noticeable scar, called a schmiss, remained after the duel, many people saw it as a reminder of a difficult test they had passed. Важно понимать одну вещь. Вопреки распространенной легенде, далеко не каждый студент мечтал получить большой шрам. Красивый, глубокий рубец не был официальной целью менсур. Более того, искусственно стремиться к ранению считалось дурным тоном. В разных корпорациях к этому относились по-разному. А рассказы о том, будто студенты специально заказывали себе шрамы, историки сегодня считают сильным преувеличением. Такие случаи действительно обсуждались современниками, но убедительных свидетельств, что это было обычной практикой, нет. It is important to understand one thing. Despite a common myth, not every student wanted to get a large scar. A deep and impressive scar was never the official goal of mensur. In fact, trying to get injured on purpose was considered bad manners. Different student groups had different opinions about this, and today, most historians believe that stories about students deliberately ordering scars are greatly exaggerated. People talked about such cases, but there is no strong evidence that this was a common practice.
Однако, если шрам все-таки появлялся, скрывать его никто не спешил. На старых фотографиях он оставался видимым и постепенно превратился в своеобразный знак того, что человек выдержал испытание и не потерял самообладание. However, if a scar did appear, no one hurried to hide it. It remained clearly visible in old photographs. Over time, it became a symbol that the person had passed a difficult test and had kept their self-control. Конечно, отношение к Менсеру и сегодня остается неоднозначным. Одни считают его важной частью университетского наследия. Другие видят в нем устаревший и опасный ритуал, которому давно не место в современном обществе. Of course, opinions about Menser are still divided today. Some people see it as an important part of university history. Others believe it is an outdated and dangerous ritual that no longer belongs in modern society. И, наверное, именно поэтому эта история так интересна. Она не укладывается в простые оценки. And perhaps that is exactly why this story is so interesting. It cannot be explained with a simple opinion of good or bad. За несколько веков Германия изменилась почти до неузнаваемости. Исчезли княжества, появилась империя, она распалась. Страна пережила 2 мировые войны. Разделение, объединение. Сменились политические режимы. Изменились университеты. Изменилось само представление о чести. Over the centuries, Germany has changed almost beyond recognition. The old states disappeared. An empire was created, and later it fell. The country survived 2 world wars, division and reunification. Political systems changed, universities changed. Even the idea of honor changed. Но где-то за дверями старых студенческих домов все еще существует ритуал, который удивительным образом связывает сегодняшнего студента с человеком, жившим 200 лет назад. But behind the doors of some old student houses, there is still a ritual that creates a surprising connection between today's students and those who lived 200 years ago. Иногда достаточно одного старого портрета, чтобы эта связь стала почти осязаемой. Sometimes, all it takes is one old portrait to make that connection feel almost real. Ты смотришь на лицо пожилого профессора, замечаешь шрам, и сначала думаешь о войне, потом о какой-нибудь давней драке, а затем понимаешь, что этот небольшой след появился совсем по другой причине. You look at the face of an elderly professor. You notice the scar. At first you think about war, then maybe about an old fight. But then you discover that this small mark appeared for a completely different reason. Когда-то, много лет назад, этот человек стоял в университетском зале напротив другого студента. Рядом молча ждал врач. Секундант произнес короткую команду. 2 клинка одновременно поднялись вверх. И всего за несколько секунд один небольшой рубец стал частью истории, которая пережила несколько столетий. Many years ago, this man stood in a university hall facing another student. A doctor waited silently nearby. The second gave a short command. 2 swords rose at the same time. And in just a few seconds, one small scar became part of a story that would survive for centuries. Наверное, именно это и удивляет больше всего. Не то, что когда-то существовала столь необычная традиция. История знает и более странные обычаи. Perhaps this is the most surprising part of all. Not that such an unusual tradition once existed. History has seen even stranger customs. По-настоящему удивительно другое, что маленький шрам на человеческом лице может оказаться не следом войны, не последствием преступления и не случайной травмой. What is truly surprising is something else. A small scar on a person's face may not be a sign of war, the result of a crime or an accident. Иногда это всего лишь тихое напоминание о старом университетском ритуале, который оказался удивительно живучим. Sometimes it is simply a quiet reminder of an old university tradition that has survived against all expectations.
До того, как стать одним из руководителей штурмовых отрядов, он тоже прошел через ту же академическую культуру, где личная выдержка, корпоративная солидарность и строгое соблюдение ритуала считались важнейшими качествами. Конечно, было бы ошибкой утверждать, что Менсор сформировал взгляды этих людей. История никогда не бывает настолько простой. Но удивительно видеть, насколько разные судьбы пересекались когда-то в одном университетском зале. Before becoming one of the leaders of the SA, he also went through the same university culture, where self-control, loyalty to the student group, and strict respect for tradition were highly valued. Of course, it would be wrong to say that Mentor shaped the beliefs of these men. History is never that simple. But it is remarkable to see how people with such different futures once met in the same university hall. Будущий канцлер, будущий крупнейший социолог, будущий офицер, будущий политический деятель. A future chancellor, a future great sociologist, a future military officer, a future political leader. Все они в молодости стояли почти неподвижно друг напротив друга, пока между их лицами со свистом проходили острые клинки. When they were young, all of them stood almost completely still, while sharp blades flashed through the air only a few centimeters from their faces. Наверное, именно в этот момент начинаешь понимать, что Менсор никогда не был просто видом фехтования. Это был язык университетской культуры, ритуал, который существовал по собственным правилам и почти не зависел от того, кем человек станет спустя 20 или 30 лет. This is the moment when you begin to understand that Mentor was never just a style of sword fighting. It was part of university culture. It was a ritual with its own rules, and those rules mattered much more than what kind of person a student would become 20 or 30 years later. Но каково было самому оказаться на этой линии? Что чувствовал студент в ту минуту, когда секундант отдавал команду, а врач уже молча ждал рядом? But what was it really like to stand on that line? What did the student feel at the very moment when the second gave the signal and the doctor was already waiting silently nearby? К счастью, ответ на этот вопрос сохранился не только в исторических документах. Его оставили сами участники. Fortunately, the answer to that question has survived not only in historical documents. The participants themselves left their own descriptions of what it felt like. Исторические документы умеют рассказывать о датах, правилах и событиях. Но гораздо интереснее иногда читать то, что люди писали о собственных ощущениях. Historical documents can tell us about dates, rules, and events. But sometimes it is much more interesting to read what people wrote about their own feelings. Пожалуй, самый известный свидетель этой традиции – Марк Твен. В конце XIX века он путешествовал по Германии и оказался в Гейдельберге. Как и большинство иностранцев, сначала он не поверил собственным глазам. Позже в книге «A Tramp Abroad» он с удивлением описывал студентов с длинными шрамами на лицах и рассказывал, как его привели посмотреть на академический поединок. Perhaps the most famous witness of this tradition was Mark Twain. At the end of the 19th century, he traveled through Germany and visited Heidelberg. Like most foreigners, he could hardly believe what he saw. Later, in his book A Tramp Abroad, he described students with long scars on their faces and wrote about watching an academic duel. Особенно его поразило спокойствие происходящего. Никакой ярости, никакой ненависти, никаких зрителей, требующих крови. What surprised him most was how calm everything was. There was no anger, no hatred, no crowd shouting for blood. Для американца, привыкшего воспринимать дуэль как смертельно опасное столкновение, все выглядело почти театрально. Но чем дольше он наблюдал, тем сильнее понимал. Перед ним вовсе не спектакль. Люди действительно рисковали получить серьезную рану. Просто относились к этому совершенно иначе, чем он ожидал. For an American who thought of a duel as a deadly fight, the whole scene looked almost like a play.
But the longer he watched, the more he realized that it was not a performance at all. The men were taking a real risk of serious injury. They simply looked at that risk very differently from what he expected. Есть воспоминания и самих участников. Многие пишут об одном и том же моменте. Не о первом ударе, и даже не о боли, а о нескольких секундах перед началом. We also have memories written by the participants themselves. Many of them talk about the same moment. Not the first strike, not even the pain, but the few seconds before the duel began, когда уже надеты защитные очки, когда сабля лежит в руке, когда секунданты заканчивают последние приготовления, когда врач стоит совсем рядом, и вдруг становится очень тихо. The protective glasses are already on. The sword is in your hand. The seconds finish their final preparations. The doctor is standing close by. And suddenly, everything becomes very quiet. Практически все признают одну вещь. Страшно было всем. Almost everyone admits the same thing. Everyone was afraid. Это, пожалуй, один из самых устойчивых мотивов, который проходит через воспоминания людей из разных эпох. Разница заключалась не в отсутствии страха, а в том, что считалось правильным не позволить ему управлять собой. This is one of the most common ideas found in memories from different periods. The difference was not that some people felt no fear. The difference was that they believed fear should not control their actions. Наверное, именно поэтому многие современные немецкие исследователи говорят, что смысл Минсур заключался не в проверке силы, а в проверке самообладания. That is why many modern German historians say that Minsour was not a test of strength. It was a test of self-control. Иногда после окончания поединка участники вспоминали вовсе не тот момент, когда клинок коснулся лица. Они запоминали секунду, когда поняли, что все уже позади. After the duel, many participants did not remember the moment when the blade touched their face. Instead, they remembered the second when they realized it was finally over. Кто-то чувствовал огромное облегчение, кто-то — неожиданную пустоту, кто-то — желание как можно скорее снять тяжелый воротник и вдохнуть полной грудью. Some felt great relief. Some felt an unexpected emptiness. Others simply wanted to take off the heavy leather collar and breathe deeply again. Но почти никто не описывает чувство триумфа, потому что побеждать здесь было некого. But almost no one describes a feeling of triumph. There was no one to defeat. Возможно, именно эта особенность больше всего поражает современного человека. Мы привыкли, что любое соревнование заканчивается победителем и проигравшим. Минсур словно существует по другой логике. Perhaps this is what surprises modern people the most. We are used to every competition ending with a winner and a loser. Минсур seemed to follow a completely different idea. Если оба участника сохранили выдержку, оба выполнили свой долг, и оба могут уйти с площадки с одинаковым уважением. If both participants kept their self-control, then both had done what was expected of them. Both could leave the dueling area with the same respect. Именно поэтому после поединка они нередко вместе садились за стол, разговаривали, пили пиво, смеялись. That is why, after the duel, they often sat down together. They talked, they drank beer, they laughed. Для постороннего наблюдателя это выглядело почти невероятно. Еще несколько минут назад между ними свистели острые клинки. Теперь они обсуждают университетские новости. To an outsider, this seemed almost impossible to believe. Just a few minutes earlier, sharp blades had been flying between them. Now they were talking about university life. Конечно, со временем отношение общества к этой традиции начало меняться. После Первой мировой войны все чаще звучал вопрос, нужен ли вообще такой обычай? Of course, people's attitude toward this tradition changed over time.
After the First World War, more and more people began to ask whether such a tradition was still necessary. Во времена национал-социализма независимые студенческие корпорации постепенно оказались под сильным давлением государства. Многие были распущены или вынуждены прекратить деятельность. После Второй мировой войны казалось, что Менсур уже никогда не вернется. During the Nazi period, independent student fraternities came under strong pressure from the government. Many were closed or forced to stop their activities. After the Second World War, it seemed that Менсур would never return. Но история снова пошла неожиданным путем. Когда университетская жизнь начала восстанавливаться, часть старых корпораций тоже возродилась, вместе со своими ритуалами. But history took another unexpected turn. As university life slowly returned to normal, some of the old student fraternities also came back, and they brought their traditions with them. Конечно, многое изменилось. Современный Менсур проходит под гораздо более строгим медицинским контролем. Защитное снаряжение стало надежнее. Правила безопасности жестче. Во многих странах подобные поединки вообще были бы невозможны с юридической точки зрения. Of course, many things have changed. Today, Menser is held under much stricter medical supervision. The protective equipment is better. The safety rules are stricter. In many countries, duels like this would not even be legal. Но в Германии и Австрии существует несколько десятков студенческих корпораций, которые продолжают проводить Менсур и сегодня, соблюдая традиции, сложившиеся за столетия. However, in Germany and Austria, there are still dozens of student fraternities that continue to practice Menser today, following traditions that have existed for centuries. Любопытно, что далеко не каждый немец знает об этом. Для большинства жителей страны это довольно закрытый университетский мир со своими обычаями, цветами, песнями, церемониями и внутренними правилами. Interestingly, not every German knows about this. For most people in the country, it is a rather private university world with its own traditions, colors, songs, ceremonies and rules. Именно поэтому иногда в интернете появляются современные записи Менсур. Обычно реакция зрителей почти одинакова. That is why modern videos of Menser sometimes appear on the internet. The reaction of viewers is usually very similar. Это что, реконструкция? Is this a historical reenactment? Это исторический фестиваль? Is this some kind of history festival? Наверное, старое видео. It must be an old video. Но потом выясняется, что запись сделана совсем недавно. И люди на экране — современные студенты. Не актеры, не каскадеры. Они добровольно продолжают традицию, которая появилась несколько веков назад. But then people discover that the video was recorded only recently. The people on the screen are modern university students. They are not actors. They are not stunt performers. They have chosen to continue a tradition that began several centuries ago. Конечно, отношение к Менсеру и сегодня остается неоднозначным. Одни считают его важной частью университетского наследия. Другие видят в нем устаревший и опасный ритуал, которому давно не место в современном обществе. Of course, opinions about Menser are still divided today. Some people see it as an important part of university history. Others believe it is an outdated and dangerous ritual that no longer belongs in modern society. И, наверное, именно поэтому эта история так интересна. Она не укладывается в простые оценки. And perhaps that is exactly why this story is so interesting. It cannot be explained with a simple opinion of good or bad. За несколько веков Германия изменилась почти до неузнаваемости. Исчезли княжества, появилась империя, она распалась. Страна пережила 2 мировые войны. Разделение, объединение. Сменились политические режимы. Изменились университеты. Изменилось само представление о чести. Over the centuries, Germany has changed almost beyond recognition. The old states disappeared. An empire was created, and later it fell.
The country survived 2 world wars, division and reunification. Political systems changed, universities changed. Even the idea of honor changed. Но где-то за дверями старых студенческих домов все еще существует ритуал, который удивительным образом связывает сегодняшнего студента с человеком, жившим 200 лет назад. But behind the doors of some old student houses, there is still a ritual that creates a surprising connection between today's students and those who lived 200 years ago. Иногда достаточно одного старого портрета, чтобы эта связь стала почти осязаемой. Sometimes, all it takes is one old portrait to make that connection feel almost real. Ты смотришь на лицо пожилого профессора, замечаешь шрам, и сначала думаешь о войне, потом о какой-нибудь давней драке, а затем понимаешь, что этот небольшой след появился совсем по другой причине. You look at the face of an elderly professor. You notice the scar. At first you think about war, then maybe about an old fight. But then you discover that this small mark appeared for a completely different reason. Когда-то, много лет назад, этот человек стоял в университетском зале напротив другого студента. Рядом молча ждал врач. Секундант произнес короткую команду. 2 клинка одновременно поднялись вверх. И всего за несколько секунд один небольшой рубец стал частью истории, которая пережила несколько столетий. Many years ago, this man stood in a university hall facing another student. A doctor waited silently nearby. The second gave a short command. 2 swords rose at the same time. And in just a few seconds, one small scar became part of a story that would survive for centuries. Наверное, именно это и удивляет больше всего. Не то, что когда-то существовала столь необычная традиция. История знает и более странные обычаи. Perhaps this is the most surprising part of all. Not that such an unusual tradition once existed. History has seen even stranger customs. По-настоящему удивительно другое, что маленький шрам на человеческом лице может оказаться не следом войны, не последствием преступления и не случайной травмой. What is truly surprising is something else. A small scar on a person's face may not be a sign of war, the result of a crime or an accident. Иногда это всего лишь тихое напоминание о старом университетском ритуале, который оказался удивительно живучим. Sometimes it is simply a quiet reminder of an old university tradition that has survived against all expectations. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился новый формат, поставьте лайк и поделитесь впечатлениями в комментариях. Это поможет каналу расти и покажет, стоит ли развивать эту серию дальше.